запрет для Украины на вступление в НАТО, вывод ВСУ из Донбасса и путь в ЕС до 2027 года, украинское издание «Зеркало недели» опубликовало обновленную версию мирного плана Дональда Трампа, которую, по версии издания, передали Украине. Пакет состоит из 4 документов. Первый — 20 пунктов соглашения между Украиной, Россией, США и Европой. Второй — рамочные гарантии безопасности. Третий — обязательств США по вопросам НАТО. Четвертый — отдельное американо-российское соглашение. План предполагает закрепление контроля России над Крымом, Луганской и Донецкой областями. При этом изменить их статус можно только дипломатически. В Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону. Это примерно 30% региона, который сейчас удерживают ВСУ. Украинская армия обязана покинуть эту территорию. Управление зоной фактически перейдет к России. По Запорожской и Херсонской областям предлагается зафиксировать текущую линию соприкосновения, а из остальных регионов — Харьковской, Сумской и Днепропетровской — Россия должна вывести войска. Отдельный пункт касается Запорожской АЭС. США предлагают перезапустить станцию под управлением нового американского оператора. Украина и Россия будут получать по 50% произведенной электроэнергии. Из плана исключено прежнее требование к Украине закрепить отказ от НАТО на уровне закона, однако вводится обязательство самого Альянса не расширяться и не приглашать Украину. Оно фиксируется в 2 документах — общем и американо-российском. США также намерены модерировать диалог между Россией и НАТО и выступать против размещения иностранных войск в Украине. Численность украинской армии предлагается ограничить 800 тысячами военнослужащих. Гарантии безопасности в целом повторяют принцип 5 статьи НАТО, но без обязательства США вступать в войну. Реакция Запада предусматривается только после значительного, намеренного и длительного нападения России. Отдельное рамочное соглашение носит необязательный характер. Предлагается создать мониторинговую комиссию и заключить 10-летнее соглашение о безопасности. США включили в пакет обязательства поддержать вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года и обеспечить ей преференциальный доступ к рынку ЕС. После подписания соглашений предлагается как можно скорее провести выборы. Экономический блок плана предусматривает создание Американо-Европейского инвестиционного фонда в 200 миллиардов долларов. Часть российских замороженных активов должна быть разморожена и направлена на восстановление Украины. Кроме того, отдельное американо-российское соглашение предусматривает использование под управлением США 100 миллиардов долларов российских активов для совместных проектов, а также взаимные обязательства, отказ США поддерживать приглашение Украины в НАТО, противодействие размещению иностранных войск в Украине и экономическое сотрудничество при условии реинтеграции России в международные структуры. Россия, в свою очередь, должна подтвердить обязательства по политике ненападения. Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о ходе мирного процесса по Украине и еще раз повторил тезис о необходимости проведения выборов. Вы сегодня общались с некоторыми европейскими лидерами? Да, общался. Можете рассказать об этом? И есть ли пересмотренный план мира для Украины? Да, лидеры Франции, Германии и Великобритании. Все очень хорошие лидеры. Очень хорошие мои друзья. Мы обсудили Украину довольно жестко. И посмотрим, что получится. Мы ждем ответов, прежде чем двигаться дальше. Знаете, мы не тратим деньги в Украине. Мы фактически продаем ракеты и все остальное НАТО. НАТО платит нам, а затем распределяет, я думаю, в основном в Украину. Но мы не тратим деньги. Зато мы тратим много времени и усилий. Вы сказали довольно жестко, и можете пояснить? Ну, я думаю, у нас были некоторые небольшие разногласия по поводу людей. И мы посмотрим, как это выйдет. Мы сказали, что перед тем, как идти навстречу, хотим знать кое-что. Они хотели бы, чтобы мы встретились на выходных в Европе. Мы примем решение в зависимости от того, что они предложат. Мы не хотим терять время. Иногда нужно дать людям разобраться самим, а иногда нет. Но проблема в том, что если дать людям разобраться самим, вы теряете тысячи людей каждую неделю. Это нелепо. Все это нелепо. Когда вы говорите, что европейские лидеры хотят встретиться на выходных, вы имеете в виду с Зеленским или с ними? С Зеленским и с нами. А вчера в интервью вы сказали, что считаете, что Зеленскому пора начинать принимать решения. О каких решениях идет речь?
Я думаю, ему нужно быть реалистом. И я задаюсь вопросом, сколько времени пройдет до выборов. Да, это демократия. Прошло много времени. Они давно не проводили выборы. Теряются многие люди. Возможно, люди, если посмотреть на опросы, я скажу, 82%. Был опрос, который показал, что 82% людей требуют достижения соглашения. Украинский народ хочет видеть соглашение. И я понимаю, что они теряют тысячи людей каждую неделю и хотят, чтобы все закончилось. И я спрашиваю, когда у них будут выборы в Украине? Это не обвинение никому, но там огромная коррупция. И люди спрашивают, когда будут выборы? Будут ли они вообще? Или все продолжится так, как есть? Я думаю, пора завершить эту войну. И я считаю, что войну можно завершить, но для этого нужны обе стороны. По данным Корьер де ла Сера, на встрече с Владимиром Зеленским премьер Италии Джорджа Мелони передала послание от Белого дома. Возможно, придется пойти на болезненные уступки. Переговоры длились 90 минут и прошли сложно. США и Италия настаивают на ускорении переговоров, тогда как позиции Киева ослаблены внутренними скандалами. Мелони пыталась убедить Зеленского следовать американской линии, несмотря на его просьбы смягчить позицию Вашингтона и активнее помогать с замороженными активами и оружием. Издание отмечает, что это первая встреча, где разногласия сторон стали очевидны. Мелони пытается совместить поддержку Киева с лояльностью США. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские и американские источники сообщил, что Украина передала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США. Документ содержит комментарии и поправки, чтобы, цитата, «сделать все это выполнимым». По данным издания, в ответе Украины есть новые идеи по урегулированию вопросов территорий и статуса захваченной Россией Запорожской АЭС. Высокопоставленные военные из США и Украины 11 декабря проведут онлайн-встречу для обсуждения деталей мирного плана. Сегодня я говорил с представителями Верховной Рады Украины. Мы говорили предметно. Я не допущу никакой спекуляции против Украины, если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, что партнеры говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто. Но давление по этому поводу нам точно не нужно. Я ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Безопасностные вызовы зависят от партнеров, прежде всего от Америки. Политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины, и это будет. Сегодня был очень насыщенный день, и следующие дни тоже будут серьезными. Говорили с американской командой по экономическому направлению, по направлению восстановления. Я хочу поблагодарить секретаря Бессента, Джареда Кушнера, Ларри Финка из BlackRock за полную конструктивность. Важный совместный принцип, чтобы восстановление было качественным, а экономический рост после этой войны ощутимым. Должна быть реальная безопасность в основе. Когда есть безопасность, все остальное также есть. 20 пунктов для завершения войны. Это фундаментальный документ. Активно работаем. Ключевые шаги должны быть работоспособными. Из этого документа мы развиваем еще 2 документа, как минимум 2 документа, и первый из них по безопасности, о гарантиях безопасности для Украины. С Соединенными Штатами Америки, а также экономический, о восстановлении и совместных инвестициях, сегодня мы работали именно над экономическим документом. И вместе со мной, с украинской стороны, были украинские правительственные лица. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, вице-премьер Качка, министры Сыбига и Соболев, первый заместитель Министерства иностранных дел Кислица. Также во всех дискуссиях были представлены наши защитники. Сегодня с нами в экономическом разговоре был генерал Гнатов. Принципы экономического документа полностью понятны. С американской стороной у нас все четко. Украинские морские дроны Sea Baby атаковали танкер российского теневого флота в Черном море. Представитель СБУ сообщил, что судно «Дашин» под флагом Коморских островов шло в Новороссийск с выключенным транспондером и находилось в исключительной экономической зоне Украины. О жертвах не сообщается. СМИ пишут, что несколько мощных взрывов повредили корму танкера, выведя его из строя. Это уже 3-я атака украинских дронов за 2 недели на теневой флот России, суда, которые, по данным Киева, помогают обходить санкции и финансировать войну. После серии атак военное страхование рейсов в Черное море резко дорожает. Страховщики пересматривают полисы почти ежедневно.
Нобелевские лауреаты по физике, химии, медицине, экономике и литературе получили свои премии на королевской церемонии в Стокгольме. Она проходила в традиционно торжественной атмосфере. Мужчины во фраках с белыми галстуками, женщины в вечерних платьях. Премия мира была вручена ранее в Осло. Премию по физике получили ученые Джон Кларк, Мишель Деваре и Джон Мартинес за эксперименты, демонстрирующие квантовую физику в действии и открывающие путь к новым цифровым технологиям. Премию по химии присудили Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Амару Яге за создание новой молекулярной архитектуры, позволяющей разрабатывать материалы для борьбы с климатическими изменениями и нехваткой пресной воды. В области медицины отмечены Мэри Бранкоу, Фред Рамсдел и Симон Сакагути за исследование механизмов, благодаря которым иммунная система не атакует здоровые клетки. Работа, открывающая новые подходы к лечению аутоиммунных заболеваний и рака. Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохаркай за визионерское творчество, которое, несмотря на апокалиптические мотивы, утверждает силу искусства. Премию по экономике получили Джоэл Макир, Филиппа Гийон и Питер Ховит за исследование влияния инноваций и созидательного разрушения на экономический рост. После церемонии лауреаты и гости приняли участие в традиционном торжественном банкете в городской ратуше Стокгольма. Бразильская парламентская полиция силой вытащила левого депутата Глаубера Брагу из кресла спикера парламента после того, как он устроил протест, чтобы заблокировать голосование по вопросу его отставки, которое должно было состояться в среду. Брага, член партии социализма и свободы, ПСОЛ, занял место председателя палаты депутатов Уго Моты и отказался покинуть зал, когда депутаты готовились проголосовать по предложению, которое может лишить его мандата. Дисциплинарное разбирательство связано с инцидентом 2024 года, когда Брага толкнул и пнул правого активиста, который вступил с ним в конфликт внутри здания парламента. Заседание было приостановлено, а его официальная трансляция прервана после того, как Брага начал протест, а журналистам было приказано покинуть зал. На видео, снятом другими депутатами, хорошо видно, как сотрудники службы безопасности вытаскивают Брагу из кресла. В Болгарии тысячи людей вновь вышли на улицы, протестуя против правительства меньшинства, которые обвиняют в неспособности эффективно бороться с коррупцией. Демонстрации проходят в Софии и десятках других городов на фоне подготовки страны к введению евро с 1 января и приближающегося голосования о недоверии Кабинету министров. Несмотря на недавние уступки, протестное движение не ослабевает. На прошлой неделе премьер-министр Росин Железников был вынужден отозвать проект бюджета на 2026 год после массовых акций против повышения налогов и социальных взносов. Однако эти шаги не смогли удовлетворить возмущенных граждан. Болгария остается глубоко разделенной, как политически, так и социально. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, что вызвало рост мировых цен на нефть и усилило напряженность между Вашингтоном и Каракасом. Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы. Большой танкер, очень большой, на самом деле самый большой, который когда-либо был захвачен. И происходят другие события, так что вы увидите это позже. И мы будем говорить об этом позже с некоторыми другими людьми. Операция сопровождалась масштабным наращиванием военного присутствия США в регионе. К побережью направлены авианосец, истребители и десятки тысяч солдат. По данным британской группы «Вангард», захваченный танкер, предположительно, назывался «Скипер» и ранее участвовал в торговле иранской нефтью. В США ввели санкции против судна. После новости о захвате нефть подорожала. Брент выросла на 0,4% до $62.21 за баррель, WTI на 0,4% до $58.46. Официального комментария от Венесуэлы пока не поступило.